Друзья, привет! Сегодня покажу вам, как я хочу сделать углубление проймы вот этой блузки. Распорола. 3 решила взять сантиметра. У кого есть лекало, можно это все по лекалу обвести, будет еще лучше. Переношу вот эту меточку на ту сторону. И вот эту тоже. Вот так. Вырезаю. И теперь эту сторону переношу на вот эту. Отмеряю 3 сантиметра. Дальше по той пройме обведу. У нас спинка к спинке лежит. Я просто вот здесь вот так обведу. Теперь лицом к лицу. Теперь буду делать очень-очень тонкую обработку. Вот эту часть, которую я сняла с проймы, в развернутом виде она вот такой ширины, я ее пополам сложу и разрежу. Буду пришивать ее же. Будет очень красивая тоненькая окантовка. Лучше прогладить эту полоску. Я, как всегда, не ищу легких путей. Прогладить и разрезать. Тогда будет намного проще. Сейчас соединю 2 полоски между собой, потому что они коротенькие получились. Пройму-то я удлинила, и, соответственно, мне длины не хватит. Под 45 градусов вот так по диагонали прошью. Совсем небольшого кусочка мне не хватило, вот где я наращивала. Теперь нужно соединить эти 2 края. Как буду соединять? Значит, что-то мои метки не сходятся. Вот таким образом беру, материал отгинаю. Вот у меня получилось по горизонтали лежит одна сторона бейки. И вторую часть я ее кладу прямо вот к шву, где я закончила строчку. Получается, они перпендикулярны друг другу. И прокладываю диагональный шов. Вот так, как вот эта меточка приблизительно у меня. И дострачиваю. Прошила, проверяю, нигде ли у меня не съехала строчка, потому что она шла прям очень близко к краю. Дальше я подгинаю вот здесь край, так как у меня очень узкая полоска, получается тоненький красивый краешек. И вот так подворачиваю, делая перекат, чтобы вот этой строчки не было видно с лица. Сейчас все накалю булавками и буду прокладывать строчку. Решил наметать, потому что как-то ненадежно булавками. Вот такой у нас узкий кантик получается. Менее 5 миллиметров где-то. Так, наметала я полностью по кругу. Теперь буду прошивать. Прошивать буду с лица, чтобы у меня здесь не было кривой строчки. Взяла лапку для потайной строчки. Вот такой аккуратный получился край. Была вот такая широкая бейка и довольно толстая. Сейчас у меня намного тоньше, аккуратнее все смотрится. Я довольна. Сейчас вторую пройму буду делать левую. Шью в самый краешек, потому что у меня очень узкая бейка. Закончила. Вот итоговый вариант. Все прогладила. Аккуратно получилось. Вот такая тонкая обработка, в отличие от которая была изначально. И у меня углубилась пройма. И плюс стал более аккуратный край. Вот так получилось. Все, спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я надеюсь, вам понравилась моя работа. Всем спасибо, до скорых встреч.